Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Это Лепойский металлург, огромный заброшенный металлургический завод. Это не просто завод, а целый промышленный город. Десятки зданий, улицы, огромные цеха со всем оборудованием, раздевалки, офисы и склады. Все выглядит так, будто бы завтра придут рабочие на смену. Такого крутого сохрана и масштабов я еще не встречал. Представляете, целый месяц я изучал этот завод и снял про него большой сериал. В прошлой серии мы исследовали электрический цех при металлурге. Он оказался настоящей капсулой времени, где сохранился быт советских заводчан. Увиденное поразило меня. Кто пропустил, рекомендую к просмотру. На канале опубликован отдельный плейлист для всех серий про Лепойский металлург. Это третья серия. Идем к Мартену. Сегодня мы проникнем в основную часть завода и посетим главный Его Величество Мартеновский цех. Его масштабы и увиденное внутри очень впечатлило. Именно здесь расплавляли металлолом и превращали его в стальные слитки, сырье для будущей продукции. После цеха мы посетим хозяйственное здание при Мартене, столовая для заводчан, бесчисленные раздевалки, кабинеты руководителей, заводская лаборатория и подземный бункер-склад с подшипниками. Все время было ощущение, будто бы завтра рабочие вернутся на смену. Приятного просмотра! Фух. Вот я и вернулся на Лепойский металлург. Этот завод, он настолько большой, что он разделен на две части. В прошлых сериях мы изучали все вот эти здания и главный огромный прокаточный цех. Кто пропустил, рекомендую посмотреть. Такс, мне нужно попасть на крышу. Сегодня мы попытаемся пробраться во вторую часть завода. Вот там, где эти три трубы, был главный цех с мартеновской печью. По слухам, вторую часть завода патрулирует охрана. Но есть у меня один план. Поизучал я карты и посмотрел, что вот этот воздушный кабельный тоннель выведет меня практически прямо к цеху с мартеновой печью. Долгий путь мне предстоит. Я думаю, около километра. Прохожу прямо над дорогой.
Мне туда. Вот с этого козлового крана начинается территория металлурга. А мне по вот этому тоннелю в Мартеновский цех. Вон охранная машина патрулирует. Ну, согласитесь, что выглядит это очень мощно. Такое все заросшее, ржавое. Атмосфера, как будто бы я где-то в Чернобыле иду к реактору. Этот тоннель ведет куда-то вдаль. Там вроде как вон нефтехранилище. Экскаватор стоит. Короче, мне надо в этот тоннель. Походу, только через крышу этого здания можно пройти. Придется бросать рюкзак. Давай, давай. Есть. Фух. Вот, смотрите, написано «Стали мартеновскую гарантию». Класс. Теперь небольшой квест. На ту лестницу мне надо. Как на нее пройти? На этот коридор надо попасть. Стрёмно, конечно, ходить по этим конструкциям металлическим, но на крышу-то надо как-то попасть. А из цеха выхода нету. Смотрите, тут какой-то обвал случился. Вот эта металлическая труба, видимо, проржавела и свалилась. Она так не должна лежать. Не, ну конечно, от увиденного дух захватывает. Это ж какой был мощный завод. Мда, смотрите, коррозия берет свое. Так, вон моя лестница.
Мама. Стрёмно, блин. Фух. Фух. Спасибо советским инженерам. Вот так смотришь и, честно, даже не верится, что человек способен такое построить. Что там в этих домиках? Какие-то технические помещения, походу. Вон там вдалеке первая часть завода. И оттуда, по вот этим тоннелям, я сюда пришел. Вот они. Заводские цеха, здания. Там вдалеке нефтехранилище. И это все тоже территория завода. О, смотрите, какая, походу, цементовозка. Бескрайние цеха. А вдалеке административная высотка. Ух, красота. Это там вдалеке Лепойское озеро. Вид на Лепою. Это заводская эстакада. А в мешках, вероятно, отходы после производства. Что за домик на крыше? Это установка для тушения пожара. Такая же, как была в прокаточном цеху. Над ним, точнее. Ух, впечатляет. Что тут еще сказать? Обалдеть. Посмотрите на этот здоровенный кран. Грузоподъемность 230 тонн. Техосмотр до 2015-го. Большой гак. Это настоящая Мекка металлургии.
Я хочу посидеть в кабине этого гиганта. Еще один такой же. Вот кабина. Место крановщика. О! Тут 2 амперметра. Далее рычаги вперед-назад. Ой. Так. Это походу уже поднимать. И еще какие-то рычаги. И рация. Да, вот. Нажимаешь и говоришь: прием, прием. Можно поднимать груз. Это однозначно самый крупный заброшенный завод, на котором я когда-либо бывал. Еще одна кабина, но это уже новее. 6 рычагов. Так, смотрите, техосмотр до 18-го года. То есть, походу, до последнего момента этот цех работал. По поводу самих мартеновских печей, я так понимаю, что еще в 2011 году их заменили на более современные печи. А когда завод закрыли, то печи и все основное оборудование, я так понимаю, отсюда вывезли. Ну, посмотрим, что тут осталось в цеху. Вот смотрите, это какие-то привода с цепями. Так-то здесь только одного металлолома, я думаю, сотни, а может даже и 1000 тонн. Там, походу, пункт управления. Это же ведь в этом цеху круглосуточно трудились станки и люди, и металлолом разогревали и переплавляли в металлическую продукцию. Эти уникальные фотографии из мартеновского цеха мне прислал один бывший металлург, за что ему большое спасибо. Это шихтовый пролет. Отсюда бралась шихта, подготовленный металлолом. Его загружали в мульды и кранами подавали к площадке печей. Вот мульдозавалочный кран забрасывает лом из мульды. Оператор печи
Посредством электропривода открывал нужное завалочное окно, и краномашинист засыпал шихту в расплав. Тут мартеновская печь закрыта, идет процесс плавки. Далее рабочие выбивали отверстия для выпуска стали. На жаргоне лётка. А вот и сам выпуск стали. Как сказал металлург, это самое завораживающее зрелище из всего, что он видел. Стоишь в 20 метрах и чувствуешь сильный жар, идущий от этой ослепляющей реки стали. Далее кран уносит сталь-ковш на УНРС, установку непрерывной разливки стали. Вот вид на ручьи стали к кристаллизаторам из промковша. Остатки из печи, шлак, сливается в шлаковый ковш, а выпускное отверстие заделывается огнеупорами. Печь заваливают свежей шихтой и начинают следующую плавку. Печи работали непрерывно. После их планового капитального ремонта, обычно один раз в год, они работали без остановок до следующего ремонта. Если их остановить и остудить, огнеупоры разрушаются, и повторный запуск без капремонта уже невозможен. Слитки стали, отлитые в мартеновском цеху, везли по железной дороге в прокатный цех. Из этих заготовок там катали арматуру для железобетонных конструкций, стальную проволоку, полосовую сталь и различные профили. КАМАГ. Какая-то серьезная техника. Впрочем, как и все на этом заводе, мощная и серьезная. Ух, оранжевые красавцы. Вот написано вес 32 тонны, а максимальная загрузка 147 тонн. Ой. Два руля. Один сзади, один спереди. Напишите в комментарии, что это за техника. Еще техника. А это автовышка. Удобная вещь, кстати. Смотрите, какая-то здоровенная телега на рельсах. И там тоже что-то мощное. Вот такая же штука. А вон там те краны, где я был в кабинах. Это шкафчики рабочих со всеми вещами. Просто люди вышли и не вернулись. Жесть. Все инструменты лежат.
Офигеть. Ё-моё! Это ж камера. Не знаю. Возможно, я спалился. Так, сейчас никакая сигналка не сработает. Стоп, что? Часы тикают. Вот он, главный пульт управления. Сердце Лепойского металлурга. Тут все работало до самого закрытия. В общем, я не знаю, меня могли спалить, поэтому быстренько надо уходить. В прошлой серии я рассказал про развитие металлурга во времена Советского Союза. Сегодня я расскажу вам про работу завода в 90-х и 2000-х годах. 90-е, связанные с разрывом налаженных связей, оказались нелегкими, поставив Лепойский металлург на грань выживания. Но руководству тогда удалось переориентировать сбыт на мировой рынок стали. Экспорт продукции, в основном строительной арматуры, был переориентирован на рынки стран Европы, Азии и Африки. В отличие от многих других заводов и фабрик Латвии, проведенная в 1997 году приватизация Лепойского металлурга не загубила предприятие. Напротив, в 2004 году было решено начать модернизацию сталеплавильного производства. Ее первый этап оказался завершен в 2006. На собственные средства завод обзавелся новой высокопроизводительной установкой непрерывной разливки заготовок. К 2012-му закончилось строительство 100-тонной электродуговой сталеплавильной печи, печи-ковша и необходимой инфраструктуры. Для этого потребовалось взять в Италии кредит на 86 миллионов евро на 10 лет. Первая электросталь была выплавлена 17 августа 2011, а с декабря того же года сталь начали выплавлять в электропечи шахтного типа с предварительным разогревом металлолома. Уже к концу 2012 года новое электросталеплавильное производство достигло проектных показателей – около 850 тысяч тонн в год. На тот момент на заводе работало 2300 людей, и по факту это было крупнейшее металлургическое предприятие в Прибалтике. Средняя зарплата на заводе тогда составляла 595 латов, либо 847 евро. Казалось бы, дела идут отлично. Но что же пошло не так? Об этом поговорим в следующей серии. Тут видно, работы ведутся. Вообще, я слышал, что из этого завода хотят сделать современный индустриальный парк. О! Там открыто. Тоннель ведет прямо в это здание. Раздевалки. О,
открыто. Ой-ё, какой тут плесневый запах застоявшийся. И снова вещи все оставлены. Девушки, куда ж без них? Каска, смотрите, с советским символом. И веники для баньки. То есть это все шкафчики рабочих, которые трудились в мартеновском цеху. А поскольку завод работал круглосуточно, то рабочих было много. Я думаю, было 3 смены. Предбанник. И здесь, да, душевые. Все еще советское. Умывальники. И много-много шкафчиков. Есть у меня догадка, что это было как бы жилое и административное здание для работников этого цеха. Снова раздевалка. Закрыта. Смотрите, дверь была опечатана. Так, а тут кафе Мартен. Работает круглосуточно. О, вот походу кухня. Продолжение кухни. И небольшой склад. Это холодильник, смотрите, для продуктов. Офигеть. Посмотрите на это. Добрый вечер. Мне, пожалуйста, борщик и свиной карбонат с картошкой вареной. Столовая для заводчан. Вешалка. Тут еще один зал. Да это просто какая-то капсула времени. Столовая закрылась в 2013 году и после так и не открылась, потому что эту бумагу тогда сняли. То есть это фактически 12-летняя капсула времени.
дневной смене горячую воду подадим с 4:15. 2014. И здесь снова раздевалки. Интересно, шкафчики закрыты? Да. Так, это туалеты. А здесь, походу, душевые. Да. Примерно в похожих по состоянию душевых я мылся, когда сидел в польском СИЗО. Ну что, ребята, строительные каски никому не нужны. Вон их тут сколько. Ладно, раздевалки на всех заводах примерно одинаковые. Пойдем смотреть первый этаж. Судя по значку, это медпункт. Ой-ё! Смотрите, старые компы. Радиаторы. Вон коробка с чайниками. А вот, походу, медпункт. Да. Такой, по идее, был на каждом заводе. Ого! Смотрите, я пропустил. Это камеры видеонаблюдения старые. Такие скворечники. А это, походу, комната охранника. Тут, вероятно, он сидел и смотрел камеры. На календаре 2019. Охрана обычно уходит из зданий позже всех. О! Смотрите, это коробочки с визитками работников. Вот они. Классно. Образцы арматуры продукции. Продолжение первого этажа. Смотрите, это турникет с проходной.
Ого! Сколько тут разной техники. Телефоны, принтер, компьютеры, мониторы. Вот это находочка. Их, походу, сюда снесли со всего здания. Здоровенный принтер. Офисная техника 2000-х и 2010-х. А это, смотрите, походу, принтер для листов А3. Такой большой. Просто сколько добра пропадает. Закрыто. Это что за решеткой? Ого! Еще техника. Целая куча просто. Никому комп не нужен. Вот. Еще один принтер для листов А3. Честно, впервые такой вижу. Бухгалтерия. Тут считали и выдавали зарплаты рабочим. На календаре 2015. Фирменный календарь Металлурга. Кладовка. О, сейф. Может, в нем хранили деньги как раз? А может и нет. А вот документация. 2011, 9. 2160. Что-то из будущего, походу. А вот счеты. Помню, меня дедушка учил на них считать. Экономист. Ё-моё. Ну вот скажешь кому, что это заброшка, ну не поверят же. Ой. Как будто я в чьем-то офисе, и завтра придут люди на работу. Это, походу, зарплаты работников за 2013. Посмотрим. 280 лат. 1300 лат. Вот, ноябрь 2013 года 150 лат. 488. Электроника 209. Это, если не ошибаюсь, заводская радиоточка.
Тут у нас архив. Причем на английском. Какие-то рабочие инструкции, походу. У меня просто слов нет. Это место какая-то невероятная капсула времени. Такс. Что у нас в шкафу? Пусто. А выглядело многообещающе. Просто посмотрите на это. Но это же реально 10-летняя капсула времени. Нетронутые офисы. Тут просто в каждом кабинете куча вещей. Такс. Что за книга? Спортивный клуб Металлурга. Панорама Металлурга. Вот эти 3 трубы дымят. Вот, спортивный клуб Лепес Металлургс был основан в 1997 году. Была футбольная и хоккейная команда. Лепойский Металлург, чемпион Латвии в 2005-м. Круто, что сказать. 2007, второе место в чемпионате. Фотографии кубков. Мне вот интересно, это в хоккей и футбол играли просто работники завода по выходным? Или же это были специальные спортсмены, которые представляли вот этот клуб Металлурга? Напишите в комментарии, кто знает. Тут даже юношеские и детские футбольные команды были. Это, вероятно, дети заводчан. — 2007. Мы лучшие в Балтии. Да, тогда, походу, у завода все еще было хорошо. В 2008 чемпионы по хоккею. 1 место. Круто. А по футболу 2 место в том же году. Но все равно круто. Сильный спортивный клуб был. И очень интересная книжка. Вот. В 2009 1 место по футболу в Кубке Латвии.
А вот баскетбольная команда. Четвертое место. А нет, третье. 2011. Металлург, чемпион Латвии. Первое место по хоккею. Это женская команда футбольная. А это уже металлургия. Вот эти печи. Нелегкая работа. Как раз вот это те самые мартеновские печи. А это уже новая электродуговая печь, которую поставили вместо вот этих мартеновских. 2012. Металлург снова чемпион Латвии по хоккею. И, кажется, в этом году у завода начались первые проблемы из-за кризиса, как я понимаю. О, какой кубок. Наши девушки-футболисты не только красавицы, но и умеют играть в футбол. Круто. Вот они. Тоже с кубком. А это женская баскетбольная команда. А это уже дети. Так, ладно. Что-то я отвлекся на книжку. Уже стемнело. Пойдем дальше. Ящики с сказками. Закрыто. Склад индивидуальных средств защиты. Эх. Охрана патрулирует. Фух, блин. Только что проезжала охранная машина мимо здания. Мне крупно повезло, что в этот момент я не светил фонариком. Мне остается осмотреть еще 3-й этаж. И я надеюсь, что меня не спалят. Кабинет руководителя отдела. Ну-ка. Нет. Света нет. Кубки. А за что? Второе место на спортивных играх. Металлургия стали. Нагревательные печи. Технология металлов. Вся нужная литература по металлургии.
А это удостоверение рабочих. Да. Все эти люди здесь работали. Специалисты по производству стали. Безопасность труда в Мартеновском цеху. Издано специально для этого завода. Смотрите. Здесь расписана вся техника безопасности. Но, думаю, несчастные случаи все равно иногда случались. Ого, это Ригонда, смотрите. Красотка. А на ней журналы. Журнал «Сталь» 2008-го. Что-то на английском про сталь. 2003 год. 4-й. 2015 рабочий график. Это 12-й. Показатели производства в цеху в тоннах. За 1 месяц было произведено 65 тонн продукции. Серьезно. А в ноябре 68 тысяч. В октябре 75 тысяч. В том году на заводе поставили новую электрическую печь. И походу тогда все еще было хорошо. Еще журналы. Электрометаллургия. 2010, 2009, еще 10. Тут их целая стопка. Ой-ё. А тут, походу, кто-то ночевал. Причем, судя по виду, не так давно. Еще журналы. Сталь. Целая коллекция. Ого. Это, походу, зал для совещаний. Тут у нас 2013. Тут буквально заходишь в каждый кабинет, и везде все оставлено. Опа! Смотрите, 24-й год. И это чек на покупку бензина в ноябре 24-го. То есть еще меньше года назад тут кто-то обитал. Хотя завод закрыли в 18-м. Может быть, охрана? Тут вот их припасы. Посуда. О, это ящик с удостоверениями работников. Да, вот Sarkanais Metallurgs. Так назывался завод в советское время.
Повторная проверка знаний. Смотрите, надо было каждый год проходить проверку и получать подписи. Еще ставили оценки. А это уже послесоветские удостоверения. Вот написано Лепойский металлург. Закрыто. И тут закрыто. Многие двери были опечатаны. О, есть. Склад химикатов. Ого. Ну-ка. Ой-ё, это же кислота соляная. И она там есть. Еще химикаты. Реохим. Бензол. Ого! Спектральное тестирование. Это, вероятно, была заводская лаборатория, как и при любом заводе. Кислородное тестирование. Это вытяжной шкаф для опытов. Любители химии такое точно оценили б. Тестирование нефтепродуктов. А при чем тут нефтепродукты, если это металлург? Вот, смотрите, это... да, это пробы, образцы. Дата взятия 2015. 13. Это все какое-то масло. Это что такое? Что за ампулы? Какие-то инструкции. Журнал. Тестирование образцов стали. Еще аппаратура. Причем какая-то зарубежная. Что за звуки? А, это вода капает. Хух. Показалось. Документация. И куча пронумерованных ячеек. Смотрите. Это, вероятно, здесь хранили подопытные образцы. Зал для химических опытов. Ого!
Сердце лаборатории. Тут просто куда ни глянь, везде что-то интересное. Целый ящик колб. Здесь какие-то ящики. Снова с колбами. Тут какие-то химикаты. Это кислота серная. 1:4. Но это все равно ядерная субстанция. И тут полный ящик. Обалдеть. Образец состава стали. Вот он. Вот она, металлическая крошка. Сталь. Это снова сталь. И это... Твою дивизию. Только заметил свет. Охрана патрулирует снова. Хух. Что-то мне это не нравится. Второй раз меня чуть не спалили. Камера еще садится. 2016. Вероятно, год закрытия лаборатории. Что ж, не зря все эти здания охраняют. В общем, ладно. Надо мне закругляться. Я прошу прощения, если что-то пропустил, показал слишком быстро. Здание очень большое, тут куча всего интересного. Глаза разбегаются. При этом охрана ездит. Может меня спалить, мой фонарик, в любой момент. Поэтому я немножко на нервах. Это место, где отдыхали работники лаборатории. Короче, пока меня не заметили и не сцапали, буду отсюда сваливать. Смотрите, сапоги. Мешок с сапогами. И я уже чувствую знакомый запах. Неужели еще один бункер? Походу, да. Вот. Гермодвери. Тут затоплено. И кто-то проложил дорогу.
Хорошо, я в сапожках. Ой-ё! Да тут целый склад каких-то деталей. Офигеть. Посмотрите на это. Это все подшипники. А там еще ящики с противогазами, походу. Вот ящик с новенькими фильтрами. Семидесятый год, что ли? А вот и сами маски ГП-4У. Снова подшипники, сумочки от противогазов. Тут все вперемешку. Продукция завода и склад гражданской обороны. Слоник. И еще фильтры. Ой-ё! Там еще противогазы. Вот они, новенькие. ГП-4У. Это белая, походу, плесень уже пошла. И фильтры все на месте. Так. ГП-4У. Ящик номер 185. Смотрите, незапотевающие пленочки на стекла противогазов. А это что? Подшипник. Какие-то инструменты. Все уже ржавые. Так, а тут что? Смотрите, неужели это акваланг? Еще баллоны желтые. Не написано, что это. Сжатый воздух. Похоже на советский акваланг для ныряния под воду, но я не знаю, напишите в комментарии. Может, это что-то для сварки? Например, не знаю. Автоматная очередь от этой двери прям. Так, ладно, тут еще ящики с противогазами. Только все в плесени. Вот фильтры к ним. И еще противогазы. Склады гражданской обороны. Вообще, счастье, что все это
не пришлось использовать по назначению. Это лежанки. А там, походу, фильтр вентиляционная. Вот пульт управления. Света нет. Фильтры 72-го года. Гражданская оборона. В случае отказа электрических моторов нужно было вручную крутить эти установки. Ох! И это очень нелегко. Хотя она, походу, заржавела. А вот эти фильтры стояли в вентшахтах и фильтровали воздух, поступающий в бункер. Да, интересное местечко. Впрочем, как и весь Металлург. Ящики с краской. Смотрите. Высококачественная эмаль. Тут что? Еще склад. Что это? А, снова подшипники. То есть это все коробки с новыми подшипниками. Обалдеть. Вот он. Красавец. Вот в 2009, получается, их сюда привезли. И это не продукция Металлурга, это вот сделано сделано во Франции. То есть эти подшипники закупали для нужд завода. А то я подумал, что может это продукция, когда увидел склад. Но нет. Все одной фирмы. СКФ. Тут просто куча этих подшипников. Это тысячи и десятки тысяч евро. А если в рублях, так это вообще миллионы. Видимо, у завода были большие запасы, а после его закрытия про все это добро благополучно забыли. Смотрите, все пронумеровано. Да уж. Как вам такая находочка? Это точно заслуживает как минимум лайка. Брошенные миллионы.
Хотя, знаете, учитывая размеры завода, количество оборудования и мощность производства, я думаю, что иметь такие склады с запасными деталями это было вполне нужно и оправдано. Странно только, почему после закрытия все это не вывезли. Ведь даже как металлолом, это все равно очень большие деньги. До сих пор в смазке. Никому не нужны подшипники. Смотрите, они до сих пор рабочие. Крутятся. Разные производители. Кодекс. CX. ДСК. Это, походу, кинопроектор. Ух! Летти. На нем показывали фильмы по гражданской обороне заводчанам. Опять склад. Толуол. Старые бутылки. Это что за инструменты? Тяжелый. Сверла. Что-то для сверления. И это, походу, тоже. О, это система старая. Страховка. Еще один инструмент. Это бак с питьевой водой. Интересно, он полный или нет? Да, есть вода. Что это за приборы? А вот это зеленый еще второй бак с водой. Алло, это начальник цеха? У вас тут бункер затопило и противогазы гниют. Что ж, вроде все вам тут показал. Всем спасибо за внимание. Счастливо. Ну и до скорых встреч. Дорогие зрители, продолжение следует. 4-я серия выйдет примерно через 3 недели. Огромная территория Металлурга – это настоящая зона отчуждения, почти как Чернобыль. Несмотря на постоянные патрули, я отправился вглубь зоны, чтобы осмотреть все ее уголки, а главное – посетить заброшенное железнодорожное депо. Это был очень рискованный сталк, на грани. До скорой встречи!
охранник с фонарем только что ходил вокруг этого здания. Чуть меня не поймал снова.